Всем привет, друзья! Кто не смотрел предыдущие видео, в подсказках выскочит, и можете зайти в отдельный плейлист по улучшению прицепа от МЗСА. Вкратце расскажу. В первой серии устанавливал заходные колеса, чтобы можно было спускать и поднимать нашу ПВХ лодку без труда, не загоняя полностью наш лодочный прицеп в воду. Во второй части вкратце рассказал про сам лодочный лафет и про установку подкатного колеса. Но в этой серии я буду устанавливать габаритные огни рожки на наш лодочный прицеп. Так что желаю всем приятного просмотра. Хочу поставить вот сюда сбоку дополнительные рожки, габариты, чтобы когда едешь, ориентироваться, где кончается прицеп, потому что когда на легковой машине едешь, только в зеркала видно. Вот. И сегодня хочу поделиться установкой, может кому пригодится. Вот на Озоне прикупил вот такие габариты, рожки, как называют их. Изначально хотел ставить сюда, сверливаться в пластмасску, проводить через гофру, там выводить, но наверное все-таки буду делать сейчас, снимать этот катафот, он на двустороннем скотче, здесь все просверливать, проводить в гофру и вместе вот запитывать с этими фонарями. Фонари я тоже менять буду на водонепроницаемые, правда еще не доехали до меня, но когда едут уже, ну, в этом видео вы уже увидите все, как я сделал, соединился. Все ставлю на водонепроницаемые, так что сейчас вот будем устанавливать эти рожки, переклеивать все, так что не переключайтесь. В общем, чтобы нам срезать этот катафот, берем обычный канцелярский ножик, вот так закладываем и хоп, срезаем. И вот можете видеть, вот наш катафот отклеился, и потом я его приклею вот на эту заглушку. Видите, заглушку снял. Хотел сначала изначально сюда ставить, но нет, все-таки буду ставить назад, потому что все-таки металл. Здесь просверлюсь, ну и дальше увидите, что буду делать. Так что вот буду показывать все на примере одной стороны, ну а потом конечный результат покажу в конце. В общем, остатки вот этого двустороннего скотча тут с помощью канцелярского ножа можно убрать. Снимается хорошо. Сейчас это все зачищаем и будем примерять наши габариты. Так, в общем, друзья, разметился, вот, наметил, где здесь что будет. Здесь получается 3,5 ширина пластины вот этой. Разметился. Сейчас просверлил первое отверстие на 6, вот, 5,8 взял, вот, набор болтов, гаек всяких. Вот. Здесь у нас болт 5,8. Шайбу, гайку взял. Сейчас хочу просверлить центральную. Вот. Под гофру. Ну а потом низ уже отцентровать и сделать, выровнять ровно. Использую сначала обычное сверло, ну а потом вот такую морковку. Удобно. Так что сейчас делаем сначала верхнее отверстие, потом центральное под гофру, ну а потом уже будем дальше показывать. Сейчас под морковку просверливаем отверстие, берем немножко масла капнем. И гофра у нас на 16. Сейчас вот до 14 рассверлимся. Ну вот и посмотрим. Так. Отлично.
Так. Немножко вот рассверлили отверстие. Сейчас пойду возьму гофру, чтобы не лопухнуться. Вот такую гофру 10 метров. 16 это сама гофра, внутренняя там поменьше будет. Так что сейчас вот хочу рассверлиться и вставить нашу гофру. Плюс еще вот эти рожки хорошо тем, что я как бы и не знал, не подбирал. Вот вам будет, если кто будет делать, вот отверстие вот внутри, откуда выходят провода. Вот. Тоже диаметр 16. Вот она входит так плотно и будет входить, соответственно, и вода туда ничего затекать не будет. И можно еще силиконом просиликонить будет каким-нибудь герметиком. Так что сейчас вот потихоньку дальше сверлюсь. В общем, все, ребят, просверлился. Гофра 16. Но я взял, чтобы плотно как бы не заходило, потому что вот не досверлил. Испортил гофру себе. На 17 просверлился, ну, чтобы немножко было свободно. Все. Сейчас мы наше отверстие обработаем напильником. Вот. Вот наши провода заводим с гофрой. Вот. Закрепляем. Смотрим, чтобы было, ну, ровно. Центруем. Стояло. И отмеряем и сверлим отверстие. И уже будем дальше смотреть, как там будет получаться. Ну вот так будет выглядеть наш габарит. Все поставил. Здесь шайбочки, гравера. Единственное, надо будет напильником пройти острые края, фаску снять. Здесь идут провода. Отрезал чуть больше длины нашей гофры. Тоже туда все поставлю. Отрезал 2 куска вот таких автомобильных провода. Сейчас это все буду здесь скручивать. Паять не буду, посоветовали не паять. Кстати, может, кто-то смотрит автоэлектрики, какие опыта побольше, стоит вообще соединение паять или нет. Просто буду скручивать и на термоусадку. И когда придут фонари, эти фонари выбрасываю. Они вот на байонетах. Буду вот от основная, где проводка идет, подключается к розетке, от вилки вот идет. Все здесь соединяться, улаживать в гофру на термоусадку. И будет запитано. Также хочу вот эти провода тоже провести гофру. Это тоже покажу, когда доделаю рожки. И здесь поставить заглушку, просверлиться, потому что здесь вот плохо видно. Поближе сделаю. Вот. Сделано все на скотче, чтобы наши провода не портились. Вот видите, скотч. А я хочу все сделать в гофру. Купил тоже 20-ю гофру, потому что взял 20-ю, она сама внутри поменьше. Где-то по проводу-то 1,5 будет. Вставить заглушку сюда 60 на 60, просверлить отверстие, вывести. Ну, то есть сделать все по-человечески. Так что сейчас буду все сматываться, скручиваться, вторую сторону делать. И уже, когда фонари придут, для вас это время пролетит быстро, для меня надо подождать будет. Уже буду показывать общий результат, скрутку, в общем. Ну, проводки, в принципе, понятно. Возьму, вставлю какой-то провод туда. Ну, когда делают, еще, может быть, включусь. Протяну все и покажу, как заглушку сделал. Это вот на сегодня у меня планы такие. Зачистил провода от наших габаритов. Взял покупные провода автомобильные. Зачистился, сделал обычную скрутку. Взял небольшие кусочки термоусадки первым слоем. Закрыл нашу скрутку. И сверху вот максимальной длины, чтобы была термоусадка. Еще сверху двойной слой сделал. Ну, что под руку подвернулось. По цветам тут не принципиально, потому что полярности здесь нету. Там как подключать, в общем, буду дальше делать. Вот. Сейчас эти провода заведу вот в эту нашу гофру. Провода взял с запасом, ничего страшного, если какие-то куски будут. Все это дело заводим в нашу гофру. Вот, протянул нашу гофру. Вот. И сейчас хочу здесь поплотнее
закрутить нашу гофру туда внутрь, чтобы она была полностью. Вот. Лучше взять больше с запасом провода. Ну, смотрите сами, в общем, что у вас. Учить не буду, просто показываю, чтобы не наступать на грабли. В общем, все вот так закрутил. Все это герметично так сделано. Все можно как бы еще на герметик посадить. Не знаю. Может сделаю, а может и не буду. В принципе, и так тут все герметично. В общем, вставил гофру, ребят, и все-таки решил вокруг вот так, когда гофру вставил, хотел на гофру и внутрь, но она выскакивает, силикон ну, еще не застывает сразу. Решил вот так обмазать и вот так вставить. Прижму, соответственно, там все полости, которые может где поступать вода, потому что не планирую топить лафет полностью, но на всякий случай поставлю, прижму, и силикон выйдет за пределы нашей вот этой площадки. Ну, лишнее обрежу, и как бы, ну, будет не хуже. Так что, ну, уже смотрите сами, но я вот решил просиликонить. Так, ребят, вот все, показываю готовый результат. Вот один наш габарит. Здесь все законтрагайл. Сильно не перетягивайте, потому что резина ослаблял. И здесь вот все силиконом прошел. И вот вторая сторона. Все смотрится красиво. Покажу потом, загоню в гараж в темноте, как это будет смотреться. И, как говорил, хочу вот эти два провода, которые идет на правый и на левый, вот эти фонари, втянуть в гофру. В общем, столкнулся с проблемой, не мог через эту профильную трубу протянуть. Упирался вот здесь, возле вин-номера в раме. Болт мешал на 19. Вот тут такой идет. Вот, выкрутил его. И шел. И потом здесь немножко застопорился. Думал, вот эти мешают колеса. А там внутри, вот это где подножка, там болт плохо будет видно. Немножко наклонил гофру и вытащил. Вот, использовал обычный кабель старый. Вот, замотал так изолентой. Просунул. Вот. Ну а теперь наши провода буду вынимать. Здесь проволока в гофре есть. И буду все это протягивать в гофру, улаживать. Все, ребят, в общем, доделал, протянул, точнее, наши два основных провода на фонари. Просверлил заглушку. Первую заглушку, ну, не испортил. Сделал на гофра на 20, чуть больше было свободно. А вторую немножко не досверливал, чтобы плотно заходило. Все четко стало. Здесь уже потом будем, как придут фонари, подключаться дальше. Так, про болт я сказал. Ну и здесь спереди тоже там буду отрегулирую, посмотрю. Единственное, гофра больше по диаметру, чем розетка, точнее вилка. Взял вот так, закрутил изолентой, чтобы, ну, не болталось, ничего туда не попадало. Ну, вот так вышло. Так вставляется, все, в принципе, четко. Ну и сейчас, в общем, загоняю наш лафет в гараж, в темное место. И покажу, как выглядят наши габаритные огни. Ну все, ребят, нахожусь в темном гараже. Подключил наши габариты. Все четко работает. Довольно-таки яркие. Рассеиватель яркий. Вот, можете видеть. Ну, и сейчас хочу взять, загнать автомобиль, подключить, точнее, присоединить наш лафет к фаркопу и посмотреть, как это будет выглядеть с машины. Итак, ребят, сел я в автомобиль в гараже. Понятно, что просвечивается. Вот, это с левой, с моей стороны, виден габарит. И вот я сижу с правой. Вот. Там красный, видите, нажимаю на тормоз. Так что все. Ждем фонарей, подключаемся и будем смотреть, как это потом будет выглядеть все вместе. В данном видео, друзья, вы увидели, как можно собственными руками установить дополнительные габаритные огни на прицепы. Обязательно оставляем комментарии, что думаете по поводу проделанной работы. Ставим лайки, дизлайки. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Но в следующем видео мы будем устанавливать
новые водонепроницаемые светодиодные фонари на наш лодочный лафет. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока.